В 2023 году произошло множество катастроф, многие из которых связаны с глобальным потеплением. Глобальное потепление является одной из самых острых проблем современности, и ученые предупреждают, что у нас есть всего 12 лет, чтобы предотвратить катастрофу и спасти планету. В этом видео мы рассмотрим последствия глобального потепления и катастрофы, произошедшие в 2023 году, а также обсудим другие катастрофы, которые не связаны с глобальным потеплением. Британская Колумбия находится в чрезвычайном положении. Жители Йеллоунайфа, столицы северо-западных территорий Канады, поспешили покинуть город до того, как до него доберется неконтролируемый лесной пожар. Власти предупредили 20 тысяч жителей города об обязательной эвакуации. На территории произошло 236 пожаров, из которых 4 ближайших к Йеллоунайфу в районе Северного Запада охватили 447 978 гектаров. Премьер канадской провинции Британская Колумбия объявил чрезвычайное положение, заявив, что власти столкнулись с худшим сезоном лесных пожаров за всю историю, поскольку тысячи людей были эвакуированы из городов к востоку от Ванкувера. Пожарные бригады работают круглосуточно, чтобы выкопать топливные прокладки, разложить антиперены и сбросить воду с воздуха в чрезвычайных ситуациях, чтобы остановить обширный лесной пожар, который уничтожил столицу северо-западных территорий Канады. Команды использовали экскаваторы, погрузчики и бульдозеры, чтобы вырыть огромные 100 метров на 15 тысяч метров топливных перерывов в окружающих лесах, убрав деревья и кусты в надежде остановить пламя площадью 1670 квадратных километров. Ураган Хиллари – активный тропический циклон в восточной части Тихого океана, который в настоящее время угрожает полуострову Нижняя Калифорния и юго-западу США катастрофическими наводнениями. Хиллари – 8-й названный шторм, 6-й ураган и 4-й крупный ураган сезона ураганов в Тихом океане 2023 года. Ураган Хиллари у западного побережья Мексики быстро усилился от тропического шторма до мощного крупного урагана категории 4 менее чем за 24 часа. Жители юго-запада подготовились к катастрофическому и опасному для жизни наводнению, поскольку ураган Хиллари обрушился на регион как редкий тропический шторм. Официальные лица по всему региону приготовились к опасным дорожным условиям, разрушенной энергетической инфраструктуре и опасным наводнениям. Ураган Хиллари после выхода на сушу в Мексике в воскресенье, тропический шторм перешел в Калифорнию, где идет сильный дождь и превращает дороги в бурные потоки, поскольку официальные лица предупреждают о потенциально смертельных наводнениях. Власти Южной Калифорнии умоляли жителей не садиться за руль, предупреждая о селевых потоках, ухудшении состояния дорог, опасных селевых потоках и наводнениях, поскольку некоторые общины объявили чрезвычайные ситуации в ответ на ураган. Один чиновник из Калифорнии предупредил, что Хиллари может стать одним из самых разрушительных штормов, обрушившихся на штат за последние годы. Наводнения обрушились на Северную и Центральную Европу. В некоторых районах Словении за 12 часов в четверг и пятницу выпало более 200 мм дождя, что привело к обширным наводнениям на 2/3 страны. Были повреждены многие здания и дороги, что оценивается в 500 миллионов евро, и было зарегистрировано 6 смертей. Шторм Ганс обрушился на Прибалтику через несколько дней. Ганс зародился как область низкого давления над Восточной Европой, но быстро углубился по мере продвижения на север к Балтийскому морю. Минимум был необычно глубоким для летнего шторма и привел к тому, что в начале этой недели в некоторых частях Южной Норвегии и Швеции ежедневно выпадало от 80 до 100 мм осадков. Во многих частях Южной Норвегии было объявлено красное предупреждение о наводнении, около 600 человек были эвакуированы из северного Осло, 2 человека погибли. В Швеции гавань Гетеборга была затоплена, пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего 3 человека пострадали. В Дании сообщалось о волнах высотой до 8 метров, которые смыли несколько пляжных домиков. Сильные ветры были широко распространены в странах Балтии, что привело к еще одной гибели в Литве в результате падения дерева. Пиренейский полуостров, напротив, был поражен лесными пожарами.
Больше всего пострадала Португалия, пожары охватили площадь в 7000 гектаров. Почти 1500 туристов и местных жителей были эвакуированы из района, прилегающего к Адемире, где распространяются сильнейшие пожары. Сильные ветры, высокие температуры и отсутствие дождей привели к тому, что пожары продолжаются с прошлой недели, и теперь пламя движется в сторону региона Алгарве. В Испании также возникло несколько лесных пожаров, хотя большинство из них находится под контролем, но ожидается, что в ближайшие дни температура продолжит превышать отметку 40 градусов Цельсия с небольшими признаками дождя. На другом конце света ураган Дора стал причиной лесных пожаров на Мауи, Гавайи. Сильные ветры, связанные со штормом категории 4, который прошел к югу от цепи островов в начале этой недели, раздули лесные пожары, позволив им распространяться быстрее и дальше. Пожары уничтожили множество городов и деревень, а в некоторых местах люди были вынуждены прыгать в океан, чтобы спастись. Сообщается о десятках погибших. Ученые десятилетиями предсказывали, что сжигание ископаемого топлива приведет к еще большему повышению средних температур и вызовет опасные экстремальные явления. Отрасль науки, появившаяся за последние 20 лет, атрибуция экстремальных явлений, более определенно связывает глобальное потепление с суровыми погодными явлениями. Многие периоды сильной жары, циклоны, наводнения, засухи и лесные пожары, в том числе те, которые попали в заголовки газет в 2023 году, теперь обычно связаны с изменением климата. Согласно исследованию, опубликованному в Lancet Planetary Health, ежегодно во всем мире умирает более 5 миллионов человек из-за чрезмерных температур, и число смертей, связанных, в частности, с жарой, растет.